Приветствую вас на канале Wow Nails Design. По вашим просьбам отсняла видео, как нарисовать этот узорчик. Рисуется он от руки. Кажется он безумно, наверное, сложным, но он рисуется достаточно просто. Где-то в районе 15 минут, может быть больше, может быть меньше, кто как рисует. У меня он стал хитом, как с градиентом, так и с вот такой же жемчужной втирочкой. Она на камуфляжике. Итак, ноготок перекрываю таким ванильным молочным, просушиваю 30 секунд и буду рисовать вот такой вот кистью, двоечка синтетика гамма, обычная кисть из констоваров. Краска у меня черная, стемпинг гель-краска. Она очень плотная, мне очень нравится, но ей нужно рисовать, чтобы был тонкий слой, не густой такой, не жирный слой. И она очень плотная, очень четкие такие прорисовочки получаются. Прорисовываю такие вот вензелечки, достаточно с широкими такими кончиками. Главное, чтобы они были плотные, но слой краски был не толстый, чтобы он просох. Потому что эта краска имеет свойство как бы скукоживаться, если она не просыхает. Ну, в принципе, вензельки, они тоненькие всегда и всегда просыхают. Дальше беру кисть страйпер, у меня это Юлия Белей. Эта кисть может быть любая, просто она очень тоненькая, ее не нужно было выстригать. Она длинная и очень тонкая, ей удобно прорисовывать вот такие тонкие линии. Краска у меня находится на перчатке, на пальце, на большом. Это удобно, не надо никуда тянуться, никакие палитры не переворачиваются в процессе работы. Итак, рисую вот этой тонкой кистью, тоненько вот такие листочки, где-то пару листочков получается, и вот такие полосы крест-накрест. На ноготке получается совсем немного этих вензелей, вензелей штучки 2-3, парочку листочков и 3-4 линии, вот такие наискосочек. Просушиваю хорошенько 30 секунд, чтобы краска не поплыла черная. И дальше буду таким неоновым коралловым, голубым. И на всякий случай для разбавления цвета добавляю ванильный. Я это прямо на перчатку наношу. Прорисовывать буду вот такой кистью тонкой синтетик 10.0 линеарная. Раскрашивать вот эти листочки. Она очень тоненькая, ей очень удобно. Гель-лаками сначала коралловый наношу на уголочек, затем голубой. Раскрашиваю лист по половиночке и затем перемешиваю этой же кистью, делаю такой небольшой градиентик. Тут совсем по одной капельке, не занимает много времени это все растушевать плавненько, такой градиент сделать. И также второй листочек. Чтобы в случае чего, в случае неудачи, мне не пришлось стирать весь рисунок, весь узор, я прорисовываю по 2-3 элемента и просушиваю хотя бы по 10 секунд, обязательно просушиваю. Но так как я, вот промежуточная просушка 10 секунд, но так как я, как правило, рисую симметричный дизайн, ну просят клиенты симметричный дизайн, поэтому пока я раскрашиваю там пару-тройку вензелечков на одной руке, а вторая рука сушится в лампе. Поэтому это занимает гораздо меньше времени, чем вот я рисую просто один ноготок, потому что промежуточно мне надо хотя бы по несколько секунд просушивать эти элементы. Раскрашиваю коралловым. Вензелечки здесь мне чуточку не хватило обводочки, и я могу докрасить. В принципе, когда раскрашиваем, мы можем скорректировать вот эти линии, чтобы у нас обводка была ровная. И я вот так вот стараюсь, если у меня был рядом цвет соседний коралловый, то я уже раскрашиваю голубым. Тут я тоже смотрю, рядом у меня коралловый листочек, значит я этот вензель уже раскрашиваю голубеньким, чтобы они чередовались. И промежуточно подсушиваю 2-3 вензеля, раскрасила, подсушила. Ну или тем временем рисую пока на другой ручке. Рядышком голубой, поэтому я раскрашиваю соседний уже вензель коралловым. И вот так рисунок чередуется. Получается у нас ванильный фон,
черная обводка, коралловый неон и бледно-голубой. Такое сочетание очень свежее, очень нестандартное, очень приятное, комфортное. Далее беру кисть, та, что у нас двоечка у меня обычная из констоваров, то, что потолще, и рисую опять черный гель краской для стемпинга. Вот такие лепесточки. Их тоже я буду раскрашивать затем. Вот такие мазочки. Стараюсь, чтобы они достаточно одинаковые были. Ну, тут сильно заморачиваться о ровности как бы не стоит. Они примерно одинакового размера, а дальше мы все равно внутри будем раскрашивать. И визуально это все равно придает какую-то ровность. Мы можем скорректировать уже. Чуточку мне не хватило одного лепесточка. Вот таких вот цветочков. И хорошо просушиваю 30 секунд эту краску, чтобы раскрашивать. Иначе она будет пачкать, плыть, когда я буду раскрашивать гель-лаками. Вот таких вот цветочков, как бы вот такие лепесточки у нас где-то 2-3 на ноготке получается. То есть, по сути, по 2-3 элемента каждого. Вензелечки, мазочки. Собственно, рисовать нечего и раскрашивать вот такими вот маленькими тоненькими капельками и ее как бы протягивая. Просушиваю промежуточно 10 секунд. Раскрашиваю дальше элементы. Здесь у меня голубой вензель, поэтому лепесточки я раскрашу, естественно, коралловым. Чередую цвета, чтобы это было контрастно, чтобы они не сливались. Доставляю серединки, просушиваю 10 секунд. И эта же гель-краска для стемпинга черный и дотсом мелким, таким маленьким. Ставлю вот такие вот кружочки, точечки. Совсем небольшие. Они должны быть достаточно тонкие, чтобы просохнуть, но плотные. Ну, в принципе, любой краски не должно быть очень много, иначе это будут прям такие шишечки, пупырышки. Точечек совсем немного, вот они просятся точно на этих скрещенных линиях. С ними главное не переборщить, чтобы рисунок не утяжелить. Подсушиваю несколько секунд, секунд 10. И прожилочек мне не хватает на листочках, так все-таки узор как-то более стильный получается. Я прорисую эти прожилки прям буквально 2-3 линии тоненьких. Он получается более сложный, более такой живой, что ли. Подсушиваю несколько секунд. Сейчас я буду раскрашивать вот такими блесточками. Где-то их наношу плотно, наношу их не везде, но вот на эти молочные сегменты, которые остались, таким пятнышком, и его растягиваю как бы немножечко градиентом, чтобы он уходил. Получается очень интересно. Именно не большим литым каким-то пятном, а вот сначала плотно и потом растягиваю в какую-то область. Вот таких тоже где-то 3-4 области закрашенные этими блесточками. Какой-то такой невесомость, блеск придает. Вроде сильно много блесток. Это было бы некрасиво, если бы это был фон. Ну, как-то дюже тяжело получалось бы. А так, такой вот легкий вариант. Вроде есть и блестки, и цветов много, но в то же время дизайн достаточно легкий смотрится. Наношу, прорисовываю блесточки. Все не закрашиваю, должны остаться все равно где-то места вот эти вот молочные, ванильные. Но некоторых все равно я делаю такую растяжечку и хорошо просушиваю 30 секунд. Затем перекрываю топом таким выравнивающим слоем. Хорошенько все прокрасить и просушиваю 1 минуту. Этот дизайн, этот узор смотрится очень красиво, очень комфортно с градиентом из неончика такого кораллового и такой ванильки, молочно-ванильной. Я делаю градиент кистью гребешок, сначала поперечно разметаю и затем такими стягивающими движениями. Просушиваю 30 секунд и перекрываю топом. Вот такой вот дизайн, вот такое сочетание нестандартное, сочетание голубого и кораллового неонового
с ванилью. Получается очень нежно, очень легкий, свежий такой дизайн. Сочетается он как с градиентом, так и с жемчужной втиркой просто на камуфляже, либо даже на прозрачке. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк. И также очень рада обратной связи. До новых встреч!